хочу познакомить вас с картинами Евгения Гороховского, которые были представлены на выставке в Московской галерее Pop of Art в мае 2020 пандемийного года. Она стала последней в жизни художника. Ее открытие проходило в режиме онлайн, транслировалось в сетях и, к счастью, сохранилось в записи. Фрагменты ее вы увидите в нашем фильме. Название выставки «Интервал преодоления» не только отсылает к одноименной картине, но и акцентирует внимание на важных для художника работах, в заглавии которых присутствует слово «интервал». Интервал много значит для меня. Мне, как, впрочем, и многим, необходима та пауза, тот духовный зазор, который позволяет набрать в легкий воздух и задуматься о мелких, а иногда и о глобальных событиях жизни. Евгений Гороховский, 2010 год. Говорит галерист и искусствовед Сергей Попов. Есть работы, где небо не только голубое, и как раз вот к этой работе я хочу вас обратить. Это важнейшая работа для данной выставки, одна из важных работ Жени в формате тонда. Круглый формат, он довольно редкий в искусстве, он появился в эпоху Ренессанса, но у Жени было несколько вот работ. Вообще он любит очень оригинальные подрамники, у него в искусстве там и 90-х годов, и даже 80-х есть подрамники после каких-то невероятных форм и конфигураций. Он один из тех художников наших российских, кто ввел именно подрамники нестандартной формы, абсолютно обусловленные формы, идеи, картины в наше искусство. Так вот, обращаясь к этой работе, именно она называется «Интервал преодоления», именно она дала название выставки. А вообще надо сказать, что Женя, который очень пристрастно относится к названиям, к именам, то есть это как бы не случайная идея, он несколько месяцев размышлял о том, как назвать эту выставку. И, собственно говоря, интервал преодоления, здесь я уже возвращаюсь к тому, что говорила Людмила, это действительно и преодоление, которое мы каждый раз совершаем в жизни, такое как бы повседневное, обычное, банальное преодоление, например, преодоление времени, и преодоление в смысле какого-то челлендж, вызова, да, самому себе. Именно поэтому здесь фигура летящего в небе парашютиста, и у него небо только отражается, да, на его костюме и в его очках. Вот здесь именно очень хорошо видна вот эта живописная система, сейчас актуальная для картин Евгения. То, что издалека они кажутся такими гиперреалистическими, а когда подходишь вблизи, то ты видишь, что это именно такая чистая, очень свободная живопись. Куратор Серафима Кострова отобрала для экспозиции 25 работ, созданных в основном в течение последних 5 лет. Готовясь к выставке, Женя, как и раньше, комментировал свои замысловатые названия картин. Иногда кратко, но чаще у него получались развернутые тексты. Этими размышлениями, а также высказываниями искусствоведов о его живописи, я хочу поделиться с теми, кто смотрит сейчас этот фильм. Откровение безмолвия, притяжение лучами, небо породило дух вещь. Эти и другие картины объединены темой неба, которая увлекла художника в начале 2000-х. Меня всегда восхищала способность неба рождать удивительные образы. И даже если их сюжет касался дел земных, в нем всегда участвовало небо. С годами интерес к небесным явлениям не угас. С той только разницей, что в небе стали чаще появляться реально его обитатели – птички небесные. Тема небольшой работы «Нет ничего более быстрого, чем ветер» – интеграция геометрического орнамента в виде спиралевидных линий зигзагов с объемным изображением чайки. Надо сказать, что этот орнамент появился под влиянием книги Гастона Башляра «Поэтика пространства» и размышлений французского философа и искусствоведа о восприятии бытия как круглого.
Об особенностях работы с орнаментом Женя писал: «Во-первых, мне нравится неумолимость его геометрических линий. Она не позволяет огибать выгодную в пластическом смысле деталь, и геометризм заставляет орнамент доминировать над пластикой реалистической живописи, пересекая ее и как бы случайно взаимодействуя своим геометрическим узором. Во-вторых, он несет, несомненно, особое настроение, уже своей графикой, своей композицией, своими пропорциями. В-третьих, в картине должно быть что-то жесткое, структурное и что-то мягкое, податливое. Ведь картина во многом живой организм, и моя задача гармонично и пропорционально насытить его необходимыми пластическими компонентами». Строгий орнамент картины геометризм регистрирует окончательные границы, с одной стороны подчеркивает асимметричную структуру облака горы, с другой гармонично объединяет линейные элементы картины с изображенным явлением природы. В названии картины постоянные порождения называются переменами. Использован комментарий к словам-афоризмам Великой книги «Перемен» Си Цзюань. Перемены или метаморфозы, как гласит китайская мудрость, происходят между небом и землей. О своем восприятии картины говорит Сергей Попов. И здесь вот мы видим как раз такой пейзаж, в котором возникает некое сияние, некое свечение, причем написанное очень жестко, очень прямолинейно. И в центре звезда Давида, мы ее увидим еще на одной работе здесь. Работы здесь тоже, получается, взаимосвязаны. И тем самым мы видим интерес художника к таким вещам, как символизм. Или, например, он иногда использует, даже активно пользуется и говорит об этом совершенно спокойно, астрологической символикой или алхимической, герметической. И таким образом он исповедует линии, которые совершенно не приняты в искусстве сейчас, да и вообще последних десятилетий. У него очень свой, необычный, очень узнаваемый стиль, да? И я хочу сказать, что это не какой-то случайный момент, вот, наложился пейзаж на там, геометрическое изображение, да? А это именно результат того, что любое изображение такого типа вызывается к жизни с системой его размышлений, которые основаны, по большому счету, на прикосновении к гигантскому знанию человечества на протяжении очень многих эпох. Жене интересна и восточная философия, и буддизм. Картина «После ухода ангела», созданная в 2013 году, явилась продолжением группового проекта «Мой ангеларий». Художник писал о ней: «Небесная тематика моих работ оказалась близка ангелам, ведь, являясь вестниками Бога, они витают в облаках. Зашифрованные послания облаков ангелов вызывают у меня подлинное восхищение». Эти сообщения он воспринимает как знамения, эмоциональные, гармоничные и убедительные, и называет себя своеобразным посредником, призванным заниматься передачей и толкованием величественно звучащего небесного оркестра. «Откровение в грозе и буре». Картина 2016 года, неожиданная для самого художника. С одной стороны, сюжет ее подсказала природа, ее предгрозовое состояние. С другой, в ней отразилось его внутреннее состояние, поэтому она и написана в несвойственном ему экспрессионистическом ключе. В это время, после операции на шейке бедра, Жене приходилось заново учиться ходить. И это было не просто для человека, который до этого свободно и легко преодолевал большие расстояния.
что открылось ему в предгрозовом состоянии природы, я это хорошо понимала. Постепенно я приходил в себя и понимал, что без работы жить не могу. Появилось желание поразмышлять о сделанном, уточнить некоторые важные аспекты творчества. Тем более, что моя последняя персональная выставка прошла в начале 2014 года. Как и в работах прошлых лет, в сфере его художественного интереса небосвод, горные мотивы, вид из окна. Гора – образ мира, его центр, модель Вселенной, в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства – небо, земля и тот свет. По словам художника, в картине то, вокруг чего сплетается небо и земля, его более всего интересовал духовный аспект символа. В реальности далеко не всем дано подняться на гору, но всем дано прикоснуться к божественному, хотя бы как на моей картине из окна. И неважно, какие горы здесь изображены, важно увидеть лестницу, зовущую вас на вершину духа. Картины «Полевые структуры осени» и «Лунная картина» написаны в Испании, в небольшом городке Исла-Кристина, где мы жили летом и осенью 2019 года. Сейчас они напоминают мне о наших вечерних прогулках по набережной, о наших разговорах. А Женю привлекала луна, которая своим бледным пятном так и притягивала к себе. И он вспоминал о своей маме, которой уже давно не было на свете. Я часто просила его, и, надо сказать, он соглашался со мной, продолжать записи своих размышлений о творчестве, которые он вел с 1979 года. Об этих работах Женя написал: «Созерцание Луны вызывает у меня грустные мысли. Грустные, потому что я не знаю, где сейчас находится бедная душа моей покойной мамы. Возможно, как мы определили ранее, она где-нибудь на склоне хребта Достоевского, ведь это был один из ее любимых писателей. Наверное, этим и объясняется мое внимание к Луне». Однажды, и тоже вечером, в интернете я набрела на передачу о творчестве Магрита. Я знала, что это один из любимых художников Жени, и ему есть что рассказать о встречах с его картинами. Так появился небольшой цикл работ «Диалог с Магритом» и комментарий к нему. Для меня Магрит – большой выдумщик, художник, которому близки и старинные замки, и обычные непритязательные объекты. Его полотна внешне несложные, но изящно придуманные и продуманные. В Магрите меня привлекало все, и это буквосочетание «маг», и его способность превращать обыденные вещи в мистические, завораживал ход мыслей, определение сущности мира как тайны. Такой взгляд на живопись близок и мне. Если для Магрита существенным являлось исследование соотношений между предметами, то для меня важно найти взаимодействие предметов с орнаментом. Растительный орнамент в картине «Дерево Магрита» заменяет реальную растительность, которой увита арка входа в крепость. Сквозь нее кое-где просвечивает голубое небо, а дерево Магрита я поместил в его же фантастичную, невероятную среду средневекового замка. У Магрита более 10 картин с изображением окон, и я не мог пройти мимо этого повторяющегося образа. Символика окна с разбитым стеклом предельно ясна. Внешний мир и мир дома взаимопроницаемы. Мне представилось необходимым заострить негативное влияние закомного пространства, нарисовав вместо магритовских зеленого луга и солнца
ночной зимний пейзаж. По аналогии с Магритом, у которого одна из картин называется «Это не трубка», я назвал свою картину «Это не часы». Образ времени здесь выражен в виде заключенного в шестигранник лабиринта, напомнившего мне выражение «заплутать во времени». В Севилье нам, конечно же, хотелось посмотреть не только классическую живопись в Музее изящных искусств, но и современное искусство. Однажды дочь повезла нас на остров Картуха, где в настоящее время находится Андалузский центр современного искусства. Но известно это место с III века до нашей эры. Там развивалось гончарное ремесло. В XIX веке появился завод по производству художественной керамики. В XV веке на острове располагался францисканский монастырь, в котором, как считают, первоначально был похоронен Христофор Колумб. Женя сделал тогда огромное количество снимков очень выразительных старинных сооружений. Время вернуться к ним пришло в феврале 2020 года. Тогда и были написаны эти 3 картины. Как известно, архитектура Андалусии испытала на себе влияние мавров. Поэтому мои работы как бы вставлены в раму декоративных испано-мавританских орнаментов голубого цвета, потому что именно голубой помогает расширить пространство изображенного и проникнуть за грани реального, создать воздушную перспективу. В моих работах используется разный язык – живописный и графический. И мне радостно сознавать, что я нашел свой путь. Мне кажется, что путь только живописный или только графический не точен. Когда-то, в начале 2000-х, друг Жени, художник Константин Победин, написал о том, что на фоне агрессивных и минорных эстетик его творчество выглядит скромным, иногда кажется тривиальным, но тем не менее остается в душе, застревает в сознании. Его работы – противовес дерзости и возмущению по поводу судьбы, природы, политики, социальности. Это та прекрасная нота свободного смирения в созерцании, несущая освобождение и надежду. Мне же хочется закончить наше знакомство с работами художника его словами. Разглядывая жизнь под лупой китайской натурфилософии, препарируя ее астрологическим скальпелем, я вижу в Создателе, тем не менее, одну громадную причину. Теперь достаточно понятно, насколько жестко мы обусловлены ею. Я понял, как бесконечно красив божественный замысел, как важно быть согласным с ним. Вот духовная установка Евгения Гороховского, которую он сумел выразить в своем творчестве. Думаю, вы согласитесь с искусствоведом Ольгой Артуровной Юшковой, которая написала о том, что закрепившиеся за именем художника определения метафизик, мистик или даже искренний мистик говорят гораздо меньше о его творчестве, чем сами произведения. Спектр смысла и форм которых оказывается настолько широк, что любые определения его обедняют.